Всем привет! Меня зовут Дмитрий Насеткин, и в этом видео я хотел бы вам показать, как я ремонтирую термопод своими руками. Такая проблема: пришли домой, а он кипит, не выключается. Могу продемонстрировать. Наш термопод закипел. Сейчас мы посмотрим, убедимся в том, что он не выключается. Это уже кипит где-то около 20-30 секунд. Он уже должен, по идее, был выключиться. Сейчас мы сольем воду, разберем. Так, продолжим. Отсоединяем питание, штекер. Нам требуется снять термореле, которое вышло из строя. Фишки на термореле. Здесь нужно с внутренней стороны пальцами, если есть у кого-то круглогубцами тонкими, нажать, сдавить фишку, и тогда она легко снимется. Там язычок специальный. И здесь повторяем то же самое. Так. С вами вытрем. Термопаста градуса. Вот видно такое термореле. Заранее подготовил термореле. Вот, если присмотреться, видно, что она на 92 градуса. На 1 градус, я думаю, что роли не сыграет. Для того, чтобы его поставить, нам потребуется термопаста. Взяли мы термопасту и на нашем термодатчике нанесем небольшой слой, чтобы температура с нашей емкости передавалась лучше на термореле. Также подсоединим наши фишки. Разницы нету, какой куда. Включилось у нас, видно мерцание лампочки на камере, она мерцает. Так она светится. Ждем закипания. Все, наш термопод закипел. Можем в этом убедиться. Желтая лампочка в режим термоса перешел. Все, пробуйте, ничего сложного. Это самая распространенная причина, при которых термопод кипит и не выключается.